Добрый день! С вами снова Лидия, канал «Женские руки в деревне». Сегодня я делаю вазу из картона, вернее две вазы, потому что в комплекте, на мой взгляд, они смотрятся интереснее. Сделала выкройку ваз на бумаге. Использую, как обычно, тарелку. Диаметр первой вазы 20 см, второй 24 см. Срезала внизу окружности, нарисовала горловину, перенесла на картон и вырезала две одинаковые боковинки. Обратите внимание, что полоски картона должны идти вертикально. Далее с помощью линейки промяла эти половинки по полоскам, скрепила малярным скотчем и нарисовала дно вазы. Обязательно нужно проверять все детали на симметричность, чтобы ваза получилась аккуратная и красивая. Картонное дно нужно также загнуть, для того чтобы легче было потом склеить вазу. В одну из ваз я поместила плоскую пластиковую бутылочку. Таких у нас продают подсолнечное масло. Поэтому эту вазу можно даже использовать для небольшого букета живых цветов. Только нужно тщательно отмыть емкость. Для того чтобы ваза была устойчивая, я приклеила на дно небольшой груз. У меня это застывший кусочек цемента. При помощи горячего клея, совмещая центры деталей, собираем вазу. Далее обклеиваем кусочками газеты на клей ПВА, разбавленный наполовину с водой. С помощью кисти я покрыла вазу гипсовой финишной шпатлевкой на 3 слоя. Мне хотелось, чтобы ваза выглядела более весомо. К сожалению, не сохранилось видео, как я покрывала вазу первый раз. Но теперь хочу добавить, что лучше использовать резиновый шпатель. Поверхность получается более ровная. Каждый слой обязательно хорошо сушим, зашкуриваем и выравниваем. Далее я покрасила вазу на 2 слоя белой акриловой матовой краской. Все поверхности, кроме главной. Вы слышали о славянских коловратах-спиралях, которые расходятся по часовой против часовой стрелки? Наши предки наделяли эти знаки магическими свойствами. Одна спираль – женский символ, он помогает раскрыть интуицию и ясновидение, может даже служить оберегом. Вторая – мужской, который наполняет силой, энергией и здоровьем. Я сделала парные вазы с разными символами. Пусть будет и здоровье, и интуиция. Чтобы перенести эскиз, докрасила карандашом обратную сторону этого листа, наметила центр на вазе и перевела рисунок. Взяла толстый картон с крупными полосками, мочила одну сторону водой и через минуту легко убрала верхнюю часть, нижнюю оставляю. Далее я нарезала гофрированный картон на полоски шириной примерно 5 мм и приклеила их к вазе на клей-момент. Для удобства лучше скрутить полоску. Сначала я пыталась шпажкой наносить клей на вазу, но клей быстро схватывался. Тогда я заправила шприц. И дело пошло быстрее. Начало самое сложное, потому что расстояние маленькое. Мне пригодился скальпель, им я убирала излишки клея. Кстати, подсохший клей можно стереть жидкостью для снятия лака. Я покрыла вазу белой матовой краской на 3 слоя, а после сушки бесцветным лаком. Можно было оставить вазу и с неокрашенным картоном, тоже смотрелось интересно. Даже без цветов эти вазы украшают интерьер. Конечно же, мне очень интересно узнать ваше мнение о моей работе. И если остались вопросы, я с радостью отвечу. Как всегда, я от всей души желаю вам крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.